Всем привет! Это новый формат, в котором я буду вам рассказывать небольшие истории, либо факты, к примеру, но которые произошли именно в сегодняшний день, абсолютно любого года. Так как сейчас 31 декабря, я буду рассказывать истории, которые произошли именно 31 декабря. Например, 1979 и потом, к примеру, мы перейдем к 2010, к примеру. Вот, еще небольшое отступление. Этот формат будет выходить на канале раз в 2 недели. Но это видео не в счет. Сейчас у меня проблемы со съемками нового видео. Новое видео выйдет где-то через месяц, начиная от этого. Поэтому давайте начинать. Давайте начнем с очень серьезной темы. Вы знали, что в США, точнее в штате Северная Каролина, начиная с 1999 года, в большую бочку опускали огурец. У ребят такая традиция. А еще они любят опускать в бочку сыр, пончики, маршмеллоу, картофель и даже колбасу. И где-то любят поднимать кленовые листья, а где-то любят опускать опоссумов. Но не переживайте, это всего лишь чучело. Не переживайте, все нормально, это чучело. Наверное. Кстати, если вам интересно, то у этого опоссума даже есть имя. Его зовут Спенсер. В честь бизнесмена Ральфа Спенсера. И называют все это мероприятие Possum Drop. Ну типа, дропает опоссума. Ты глупый или что-то? Ладно. А теперь мы перейдем к менее серьезному и поговорим про список забавных ситуаций, которые произошли в этот день. Например, в 2018 году в Нью-Йорке на Таймс-сквер внезапно остановился шар. Прям за несколько секунд до Нового года. Выглядит оно так. В этот момент толпа начала орать. Не от радости, конечно, а от злости. И через несколько секунд все продолжилось, все возобновилось. И, естественно, Новый год у них состоялся, как же без этого. И этот год позже прозвали «Новогоднее терпение». Для терпил, естественно. Такое же было и с персиком в Атланте, о боже, у кого-то разбился стакан там, где потом организаторы вручную его опускали. Давайте я вам это покажу. Оно здесь выйдет или здесь. Some of the battery just went dead. They're like, damn, my battery just cut off. Выглядит это, конечно, немного странно, хотя вспомнить себя в 2024-м. Это очень плохо, я уже хочу это забыть. Как-то много еды у нас уже сегодня, поэтому давайте немножко сменим тему. Еще давайте... В 2020 году один посетитель чуть не съел большой лунный пирог раньше времени. Черт, опять все про еду, да? Опять все про еду. Ладно. Вы когда-нибудь праздновали Новый год 2 раза? И я нет. А вот в 2014 году в спорте штат Мэн, не Вумен, а Мэн, чтоб вы знали, люди решили именно этим и заняться. Во время традиционного падения сардины, звучит уже угрожающе, организаторы мероприятия случайно опустили гигантскую светящую сардину на час раньше полуночи. Или полуночи, не знаю, что вызвало замешательство среди зрителей. Многие начали думать, что Новый год уже наступил, все начали обниматься и поздравлять друг друга. Однако кто-то указал на часы, как Дэмиан Лиллард, вот так вот. И тут все поняли то, что что-то рановато. До полуночи еще целый час. Вместо того, чтобы отменить шоу, организаторы решили поднять сардину обратно на ее место. Это заняло около 20 минут, так как техника была уже отключена. Когда настало время, сардину снова успешно опустили, и толпа встретила Новый год
с еще большим энтузиазмом. Многие смеялись над тем, что Испорт стал городом, который празднует Новый год 2 раза. Ну да ладно. Этот случай стал популярной местной историей. А жители до сих пор с улыбкой вспоминают двойное падение Сардины. Я вот тут подумал, сардину ведь можно назвать едой, да? Но ее ж можно употреблять в пищу, да? Да, можно. А значит, я снова рассказал вам историю, которая связана с едой. Колымага, кавабанга. Ой, как черепашки-ниндзя сказал, ладно. Последняя на сегодня история вам Стоп! А вы знали, что в 2012 году, чтобы обозначить начало Нового года, человек в костюме пингвина прыгнул в холодный пруд? Или то, что во время раздачи напитков официант начал танцевать, и всем это понравилось, и он потом вышел на сцену и тоже начал танцевать. Еще лучше. Вот это история, да? Ладно, меня уже понесло, я уже бешеный какой-то. А как вам история про гигантский снежный лабиринт? Аляска, 1995 год. Все бляха-муха в 90-е происходит. Чумовые года были. В одном из городков Аляски жители решили отметить Новый год. Опять Новый год. Неудивительно, конечно. Построив гигантский лабиринт из снега. Он занял площадь почти в 2 футбольных поля, не сокера, конечно же. И стал настоящей достопримечательностью. И когда толпа начала собираться, организаторы предложили соревнования, кто быстрее найдет выход. Однако один из участников, пожилой мужчина, решил сделать лабиринт еще более интересным. Он начал строить смертельные ловушки. Ладно, не их. Он начал строить дополнительные стены из снега. Он замуровал некоторые проходы, и все. Вот дед дает. К моменту, когда зрители заметили его проделки, лабиринт стал еще сложнее. Да ладно. И люди буквально начали путешествовать в нем часами. Хотя это вызывало много смеха, организаторы позже назвали этот случай самым запутанным Новым годом. Или смертельным, если там были смертельные ловушки, конечно же. А вот что нельзя назвать запутанным, так это просьба подписаться на канал и поставить лайк. Ведь мой канал должен немножко развиваться. Если я все сделал, спасибо. На этом мы будем заканчивать. Всем спасибо. Повторяю действие. Всем спасибо за просмотр. Думаю, вам понравился этот формат. Если да, то нужна активность. И еще, вы можете посмотреть на моем втором канале видео с неудачными дублями. С моего второго видео на этом канале. Я еще, конечно, это не сделал, но это я сделаю. Поэтому еще раз всем спасибо, всем удачи, счастливого Нового года. Если вы смотрите 2 января, то счастливого Нового года. Всем пока. Все, закончили.